Приветствую всех, я живу в Индии последние 2 года, и меня попросили рассказать о ситуации в Индии на данный момент. Ровно год назад в Индии ходил очень распространенный забавный слух о том, что в России для поддержания изоляции на улице выпустили тысячи львов. Очевидно, что это не вызывает ничего, кроме улыбки. И именно так люди, которые живут здесь, воспринимают все эти западные новости. Естественно, никакого военного режима в стране нет. Да, проблема есть, люди болеют, но в пересчете на огромное население Индии смертность от коронавируса составляет 2 человека на 1 миллион людей. Это в 2 раза меньше, чем в многих городах Европы. Также, учитывая, что в Индии рождаются около 80 тысяч людей в день, статистика по вирусу и вовсе кажется нелепой. О статистике рождаемости в Индии у меня на канале было отдельное маленькое видео с подробными статистическими данными в описании под видео. Итак, что касается тех кадров, которые нам показывают по телевизору, едва ли они выдерживают хоть какой-то критики. На своем опыте могу сказать, что ничего подобного я не видел и, надеюсь, не увижу. Есть видео, которое показывает, что ситуация в том же Дели совершенно другая. Там показывают главный крематорий Дели, который практически пустует. В сюжетах часто показывают город Варанаси, где без того сотни тысяч людей каждый год на протяжении сотни лет проводят свои последние часы. Это обычный ритуал в Индии, из которого сейчас делают шоу на весь мир. Причем грешат преувеличением не только западные СМИ, но и местные газеты. 1,5 года назад мы были в сравнительно небольшом городе в Джаганатхапури, в месте под названием Сваргадвар. Ни днем, ни ночью там не угасают огни десятки лет, и это никак не связано с текущей эпидемией. Это следствие высокой плотности и численности населения. По официальной статистике, население Индии 1,5 миллиарда, которое разместилось на территории в 4 раза меньше, чем площадь Сибири. А посему, прежде чем поддаваться панике, друзья, анализируйте полученную информацию и не принимайте на веру все то, что транслируется с экранов телевизоров. Ситуация по коронавирусу плюс-минус все понятно, но тем не менее ситуация в стране очень далека от идеала. И это не связано со смертностью от вируса. Это следствие того, что одна из основных отраслей Индии по-настоящему сейчас вымирает. Туризм в Индии сейчас переживает очень тяжелые времена. Более 90% отелей, гостиниц, гостевых домов закрыты на неопределенный срок. Сейчас я нахожусь в одном из туристических городов Индии, Дарджилинг. Здесь 60% населения полностью зависит от туризма. Сейчас им буквально нечего есть. Еще одну строгую изоляцию эти люди, скорее всего, не переживут. Дарджилинг – это деревенская местность. Раньше Дарджилинг был туристическим направлением. Много людей приезжало сюда. Но сейчас туристического потока совсем нет, так как из-за пандемии установили изоляцию, и сложно найти жилье. Дарджилинг в большей степени зависит от туризма, и большая часть людей, более 60%, зависит от туризма. Давайте надеяться на то, что пандемия закончится, и будем надеяться на лучшее. Сейчас пик сезона. До карантина было очень много туристов. Магазины открыты, но туристов нет. Только несколько туристов. Похоже, что все сражаются за жизнь. Все напуганы. Мне кажется, что тут все зависят от туризма. Абсолютно точно. Мой магазин полностью на 100% зависит от туризма. Что мы имеем? Ущерб, который нанесла изоляция, масочный режим и закрытие границ, несопоставимы с последствиями самой болезни. В данных окрестностях живут около 1 миллиона людей. Исходя из статистики и динамики вируса, в зоне риска в плане смертности сейчас менее 1% населения, тогда как 60% населения таких городов находится в бедственном положении. Банально потому, что скоро им будет нечего есть. Сейчас пик сезона. За 5 дней, которым мы здесь были, мы не увидели ни одного туриста.
тут совсем не просто найти жилье, все закрыто. Там, где по-прежнему ждут туристов, цена за ночь от 3000 рублей, что не каждого устраивает. Тогда как в обычное время можно найти вполне себе хороший вариант до 1000 рублей за ночь. В основном сейчас на улицах открыты магазины с продуктами питания и с предметами первой необходимости. Таких городов по Индии сотни, а правительство сейчас под давлением Запада настроено вводить полную изоляцию снова. Очевидно, что мы сейчас являемся свидетелями самого глобального и самого нелепого бреда, которого только себе можно представить.